Друзья, всем привет! Сегодня я предлагаю научиться готовить пресное слоеное тесто. И на основе этого теста сделать вот такой красивый торт полено. Ну что, готовы? Тогда давайте начинать! Приготовим пресное слоеное тесто. Для него нам понадобится 500 граммов муки, 10 граммов соли, 250 миллилитров воды, 80 граммов сливочного масла первая часть и 300 граммов сливочного масла вторая часть. Обратите внимание, что сливочное масло должно быть жирностью не менее 82%. Это важно. В мерном стакане соединяем воду. В принципе, это может быть и немерный стакан, у меня просто в этот не помещается. Сливочное масло, первая часть, 80 граммов. Сюда же соль. Прогреваю в микроволновке, масло должно растаять. Обратите внимание, вода не должна быть слишком горячей, чуть теплой, просто чтобы сливочное масло растопилось. Поэтому я нарезала масло небольшими кубиками. Температура плавления сливочного масла приблизительно 32-34. Кстати, очень важно, что слойку нужно катать в холодном помещении. В идеале, конечно, 17-18 градусов. Ну, понимаю, что дома не всегда бывает так прохладно, но все-таки включите кондиционер, откройте окна, как-нибудь наморозьте. Теперь берем большую миску, муку, выливаем воду с маслом и солью и делаем быстрый замес теста. Левая рука у меня остается чистенькой. А правой рукой я вымешиваю тесто. Вся мука должна увлажниться. Тут я не рекомендую вам использовать комбайн. Лучше сделать все рукой. Перекладываю тесто на стол и домешиваю, чтобы ничего тут не торчало, никакие лохмотья не висели. Очень важно долго тесто не вымешивать. Оно должно быть вот таким визуально, возможно, вам покажется, что оно такое чуть рыхлое, немножко где-то рвется. Почему мы не вымешиваем долго тесто? Дело в том, что если тесто сейчас довести до гладкого, эластичного, красивого состояния, то есть развить клейковину, то потом, когда мы уже заложим в середину теста масло и будем раскатывать его 5 раз, такую большую простыню, то раскатывать будет с каждым разом все сложнее и сложнее. Поэтому не переживайте, текстура теста выровняется буквально уже после первой раскатки. Беру небольшую мисочку, нож, делаю такой разрез, глубина буквально пару сантиметров. Оп, крест такой, вкладываю тесто, накрываю пленкой и убираю тесто в холодильник отдохнуть буквально на 20 минут. А пока подготовлю сливочное масло. Сливочное масло, если вы обращали внимание, при нарезании расходится такими волокнами. И вот иногда бывает при раскатке слоеного теста распределяется неравномерно. Вот именно поэтому мы подготовим сейчас сливочное масло, чтобы все при раскатке хорошо, ровно, идеально разошлось под тестом. Как же это сделать? Мы масло сейчас будем делать маслу-массаж. Я сейчас разрежу вот так масло, чтобы легче было. Вот те бороздочки, о которых я говорила, те волокна. Пергамент накрываем и массажируем. Разминаем масло, доводим его до... Что? Соседи будут счастливы сейчас. О, теперь я делаю ремонт. Я делаю ремонт. Знаете? Оно должно оставаться холодным, но при этом быть эластичным. Мягким, но холодным. Кто хочет записаться ко мне на массаж? Пишите. Пишите в комментариях. Сделаю массаж. Постоянно складываю масло пополам. Итак, масло мягкое, но оно холодное. Мы его размяли, подготовили. Теперь нужно сделать из масла идеально красивый ровный прямоугольник. Подворачиваю пергамент
Распределяем масло в этом прямоугольнике потихонечку, тут уже аккуратно, чтобы ничего не порвалось. И масло у нас не выходит за пределы той формы, которую мы ему придаем. Контролируем, чтобы толщина этого кусочка была одинаковая. Так. Вот такой прямоугольник из масла у нас получился. Ширина его 20 сантиметров. Ширина и высота. Длина и высота. Ширина и длина. Ну, я не математик сейчас. Ширина его 20 сантиметров, а длина 15. Отправляем его в холодильник буквально на 10-15 минут. Приготовим взбитый шоколадный ганаш. Для него нам понадобится 100 граммов белого шоколада, 150 граммов молочного шоколада, 200 миллилитров сливок, жирность не менее 30%, первая часть, и 300 миллилитров сливок жирностью не менее 30%, вторая часть. Отправляем в мерный стакан шоколад. Раз, два, сливки, первую часть, 200 миллилитров. И прогреваем шоколад со сливками в микроволновке. Шоколад должен полностью растопиться. Если микроволновки нет, можно прогреть в сотейнике сливки до парения, не кипятить их только, и залить горячие сливки в шоколад. Они растопят шоколад. Я воспользуюсь микроволновкой. Перемешиваем до однородной консистенции. Шоколад практически уже весь растаял. Пробиваем погружным блендером. Отправляю вторую часть сливок и снова пробиваю. Готово. Убираем ганаш в холодильник. Минимум на 12 часов. Тесто отдохнуло. Масло еще мягкое, чуть мягкое, но холодное. Достаем тесто. Подпыляем хорошенько стол мукой. Тесто должно на нас смотреть вот так крестиком. Не вот так, вот так. Вот этот надрез делается для того, чтобы удобно было раскатывать тесто в 4 стороны. Так. В центре оставляю немного больше теста. Такой бугорок, но его нужно разровнять. В центре у нас будет лежать кусочек масла. Берем подготовленный кусок масла, выкладываем его на центр. И накрываем. Очень важно запечатывать вот здесь уголочки, чтобы масло потом через них не вылазило. Накрываю. Снова подпыляю стол мукой. Старайтесь делать все это быстренько, чтобы масло не нагревалось. Теперь нам нужно раскатать этот прямоугольник в пласт размером 25 на 60. Контролируйте, чтобы тесто не приклеивалось к столу, подпыляйте мукой. Если масло будет слишком холодное, внутри оно будет разрываться на куски и неравномерно распределиться, поэтому масло не должно быть слишком холодным и твердым. Даже тут не в холоде дело, а в том, что оно будет твердым. У меня есть такая хитрость. Научил французский шеф один. Бывает, раскатываете, оно оп и собирается. Сложно подкатать. Я вот так чуть спускаю его, чтобы оно немножечко свисало. Тогда оно под тяжестью не возвращается снова вот в исходное положение. Я ориентируюсь, у меня где-то 1,5 скалки. Беру кисточку, смахиваю лишнюю муку, иначе слои могут так хорошо не склеиться. И складываю на 3. Это была первая складка теста. Всего у нас их должно быть 5. После каждой такой складки мы оборачиваем тесто пищевой пленкой и убираем его в холодильник приблизительно на час. Кто-то может сказать, что ой, это так долго все. Оно не занимает много времени, просто оно делается вот в течение всего дня. Вы раскатали, на это у вас ушло там 3-5 минут. Сложили, убрали, через час к нему вернулись. Со всех сторон. Так и вот так, чтобы тесто не заветривалось в холодильнике. И вернемся к нему через час. Часики. Ширина приблизительно 25 сантиметров. Так, теперь выкатываем в длину. Кисточка. Складываем снова
также. Это была вторая складка. Снова оборачиваем пищевой пленкой и убираем в холодильник на час. Возвращаю снова тесто, книжечка, и выкатываю длину. Так, складываем тесто. Это была пятая финальная складка. Мы сложили тесто снова на 3, убираем его в холодильник теперь уже на ночь, и завтра с утра можем уже приступать к его формированию и выпеканию. Ба-бам! Я готова! Тесто готово! Наше тесто пролежало в холодильнике ночь, оно прекрасно себя чувствует. Можно раскатать его и отправить выпекать. Кстати, включаем духовку на 200 градусов. Подпыляем обязательно стол мукой. Для нашего десерта нам понадобятся такие палочки. Длина палочки приблизительно 28 сантиметров, 26-28. Толщина приблизительно 3 миллиметра. Кстати, для приготовления этого десерта вам понадобится, тут у нас 200 кг где-то теста, а нам понадобится приблизительно половина, граммов 600 будет достаточно. Поэтому оставшуюся часть можно аккуратненько вот так отрезать, положить в пергамент, завернуть в трубочку, обмотать пищевой пленкой и убрать в морозильную камеру. Когда вам понадобится тесто, переложили из морозилки в холодильник и дождались, пока оно разморозится. А потом используйте. Берем пергамент, срезаем край и нарезаем полоски приблизительно шириной 1, максимум 1,5 сантиметра. Кстати, из этого же теста можно приготовить слоеные ушки. Если вам интересно, как это сделать, напишите мне в комментарии, я обязательно сделаю видеоурок. Перекладываем тесто. Старайтесь выкладывать палочки максимально ровно. Есть, готово. Отправляем тесто в разогретую до 200 градусов духовку приблизительно на 18, максимум 20 минут. Для торта полено нам понадобится приблизительно 25, максимум 30 вот таких палочек. Смотрите, как красиво слоится тесто. А если еще оно приготовлено своими руками, это вообще сплошное удовольствие, уверяю вас. Сейчас допеку палочки, забью крем и соберу торт полено. Достаю взбитый ганаш, который еще не взбит, из холодильника, отправляю в чашу комбайна на оборотах чуть выше среднего. Он должен держать форму. Наш взбитый ганаш готов. Он отлично держит форму, но еще не сильно такой плотный. То есть такие, скажем, мягкие пики. Я намочила стол и приклеила на него пищевую пленку. На ней буду формировать наше полено. Выкладываю ганаш. Такая постелька для палочек. Вот это я разогналась чуть-чуть. Вот я двухспальную сделала, тут полуторка. Выкладываю палочки. Снова слой ганаша. И палочки. Не стесняйтесь, можно где-то чуть-чуть придавить, чтобы не было пустот. Кверху немножко сужаем нашу композицию. Теперь формируем полено. Так, с одной стороны сейчас приподниму, с другой. Стараемся его сделать таким максимально кругленьким. Краешки тут подворачиваем. Отлично. И убираем наш торт в холодильник. Я обычно готовлю вечером, чтобы убрать его на ночь, и за ночь он прекрасно пропитается в холодильнике.
Полено наше уже готово, можем его задекорировать. Предлагаю задекорировать его слоеной крошкой. У меня осталось буквально пару палочек, я их вот так поломала в крошку. И грецкий орех. Грецкий орех я предварительно обжарила в духовке, разогретой до 170 градусов, буквально 10-12 минут. Подроблю грецкий орех, не совсем в крошку, чтобы попадались крупные кусочки. Соединю с крошечкой, разворачиваем, присыпаю крошечкой, так ее прям срежу край, чтобы он был покрасивее. И перекладываю наше полено на презентационное полено. Бревно. Вот такая красота у нас получилась. Отрезать кусочек и кушать уже, наверное, нет смысла, потому что срез вы видите. Вкус, я уверяю вас, это очень вкусно и необычно, поэтому обязательно приготовьте такой торт полено дома. Поделитесь в комментариях своими ощущениями, впечатлениями. Возможно, вы предложите какой-то другой вариант крема. С удовольствием почитаю ваши ощущения и впечатления. А больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моем мастер-классе и на сайте. Вдохновляйтесь и давайте готовить вместе!